В сегодняшнем видео наращивание гелем. Форма квадрат, простой дизайн. Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня в кадре мои ручки. Все оттягивала момент маникюра и дождалась до того, что поломала несколько ногтей. Длина ногтевой пластины у меня позволяет и коротенькие ноготки, но решила нарастить и снять видео, где уделю внимание форме квадрат. И давненько, кстати, уже не было на канале моделирования квадратной формы. Итак, поехали. Слегка шлифую пилкой на 180 поверхность. Убираю свободный край, ведь он в моделировании абсолютно не нужен, а наоборот, лишь мешает. Теперь необходимо отодвинуть кутикулу, чтобы проработать фрезой зону кутикулы, синусов и боковых валиков. В этом деле мне поможет пламя синей насечкой. Этой насадкой я выполню сразу два действия. Вычищу птериги и подниму чешуйки ногтя для хорошей сцепки с материалом. Давить на ноготь при этом не нужно, чтобы не наделать пропилов. Достаточно слегка пройтись с правой и с левой стороны. Проработала зону кутикулы фрезой, освободила ногти от птеригия, чтобы при выкладке материала нигде ничего не мешало. От этого отчасти зависит чистота и аккуратность выполненной работы. Теперь обезжириваю ногти нейл-препом и промазываю праймером. Перед твердым гелем для моделирования прокрашиваю ногти тонким слоем раббер-базы. Покрываю сразу 4 ногтя и просушиваю 30 секунд в лампе. Когда я сама себе делаю ногти, всегда сначала полностью делаю работу на правой руке, а потом на левой. Конвейерным способом мне работать неудобно, но просто всегда должна быть хоть одна рабочая рука, которая может все делать. В данный момент я подставляю форму сразу на все 4 ноготка, чтобы к этому этапу в ближайшее время уже не возвращаться. Для подложки буду использовать более твердый и густой гель Diss. Если им полностью выполнять моделирование, есть один минус – он адово печет в лампе. Поэтому я им выкладываю подложку, тем более он лучше зажимается и держит арку, чем, к примеру, мой любимый гель Атика, который по консистенции больше напоминает густую базу. Вот он как раз отлично выравнивается по форме ногтя, не печет в лампе и отлично проявляет себя в процессе носки. Выкладываю подложку, отправляю в лампу примерно на 20 секунд. И сразу зажимаю арку. Держу секунд 10, пока материал остывает, снимаю форму, дожимаю. Далее таким же образом работаю с соседними ногтями. Тут важно работать по одному ногтю, чтобы успевать зажимать арку, пока материал не остыл. Подписывайтесь на канал, если еще этого не сделали, и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Когда работа выполнена на всех 5 ногтях, приступаю к выкладке геля с построением архитектуры. Распределяю шарик геля, подталкиваю к кутикуле и растягиваю к торцу.
Переворачиваю ручку ладонью вверх, даю материалу чуть-чуть растечься по форме. Проверяю, в нужном ли месте находится апекс, и если все устраивает, отправляю в лампу. Время окончательной просушки 90 секунд. Собственно, наращивание готово, осталось всего ничего опилить и покрыть. Но на это, к сожалению, уходит большая часть времени. Опиливаю сначала длину на всех 5 ногтях, а затем уже приступаю к форме и архитектуре. Кладу пилочку на ноготь и опиливаю поверхность, чтобы от апекса далее шел ровный ноготок. Никаких бугров не должно обнаружиться. Помогаю себе большим пальцем, отодвигаю боковые валики и кутикулу, в зависимости от того, где пилю. Эту форму нельзя зауживать, так что ставлю пилочку параллельно боковой оси и проверяю ровность формы. Лишнее спиливаю. При виде сбоку тоже спиливаю все лишнее. В итоге получились вот такие квадратные ноготочки с красивой арочкой и правильной формой. Теперь нужно сделать маникюр. Прохожусь еще раз пламенем, им же на реверсе выворачиваю кутикулу для дальнейшего среза шаром. Маникюра у меня давненько не было, так что кутикула отлично выворачивается. Как говорится, есть что срезать. Для среза выбрала красный шар с большим диаметром. Работаю на низких оборотах, чтобы не наделать ссадин. Лучше медленно, но уверенно. Убираю пыль и наконец-то начинаю покрывать. Выбрала темный баклажан от торговой марки Камильфо, номер D102. Очень красивый глубокий оттенок. Покрываю, как обычно, в 2 слоя. В аккуратном покрытии самой себе все средства хороши. Помогаю себе мизинцем правой руки и большим пальцем левой.
Для дизайна беру акварельную базу Nub и розовенький гель-лак. На половину ногтя наношу акварельную базу и ставлю капли розового гель-лака в хаотичном порядке. Капли нужно расставлять не сильно близко друг к другу, чтобы им было куда растекаться. Жду нужного эффекта и отправляю в лампу. На мизинчике повторяю то же самое, но с другой стороны. Ну и чтобы дизайн выглядел более завершенным, приклеиваю белую ленту. После просушки я ее слегка запилила, чтобы не торчала и не отклеилась в процессе носки. И закрепила все это дело топом. На сегодня у меня все. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч в следующих видео.